Названы клубы, которые будут бороться за Фрэнки де Йонга. Ливерпуль контактировал с Хаби Алонсо. Байер несется к чемпионству. Реал уничтожил Жирону. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Нападающий Ливерпуля Мухаммед Салах не планирует покидать английскую команду. Как сообщает Football Insider, египетский футболист хочет продлить контракт с Ливерпулем. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Египтянин перешел в Ливерпуль из Ромы в 2017 году. Инвесторы из Саудовской Аравии хотят купить итальянскую Рому, сообщает Ля Репаблика. По их информации, переговоры между сторонами уже начались. Глава юридического отдела римского клуба находится в Эр-Рияде. Саудовские инвесторы готовы предложить за клуб 900 миллионов евро, а также выделить еще 300 миллионов на строительство нового стадиона. Однако для проекта арены необходимо одобрение со стороны властей Рима. Одним из потенциальных владельцев Ромы может стать суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, владеющий Ньюкаслом. Также напомню, что прошлым летом владелец римлян Дэн Фридкин отказался продать клуб за 1 миллиард евро. Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему возможного назначения бывшего главного тренера Челси, Ювентуса и Тоттенхэма Антонио Конте на аналогичный пост в Барселоне, которую летом покинет Хави. Антонио Конте не предлагался Барселоне. На данный момент между клубом и тренером ничего не происходит, написал инсайдер в своем твиттере. Ранее в СМИ сообщалось, что Конте выразил готовность занять должность в Барселоне. Основным претендентом на Антонио считается Милан. Также итальянского специалиста связывают с Ювентусом, Наполи и Манчестер Юнайтед. Английский Ливерпуль уже контактировал с главным тренером Байера Хаби Алонсо касаемо его возможного назначения на аналогичную должность в мерсисайдском клубе. Об этом сообщает французский сайт Foot Mercato. По их сведениям, стороны провели первичные консультации. Готов ли испанец покинуть ливеркузенцев ради своей бывшей команды, не отмечается. Челси, Манчестер Юнайтед и ПСЖ претендуют на подписание полузащитника Барселоны Фрэнки де Йонга в летнее трансферное окно, сообщает Sport.ES. По их информации, Барселона хочет выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро. Клубы, рассчитывающие на подписание де Йонга, готовы удовлетворить подобное требование каталонцев. Отмечается, что сам хавбек не будет против возможной смены команды. Также, по информации Mundo Deportivo, Фрэнки не ответил на предложение каталонского клуба о пролонгации его трудового соглашения до 2029 года. По их информации, руководство Барсы предложило контракт, в котором не происходило редуцирование заработной платы полузащитника, несмотря на тяжелое финансовое состояние клуба. Действующий контракт де Йонга рассчитан до лета 2026 года. Футбольная ассоциация Англии не прочь продлить контракт с Гарретом Саутгейтом. Они готовы заключить новое соглашение с главным тренером сборной Англии до конца чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail. Действующий договор 53-летнего специалиста рассчитан до декабря 2024-го. В четверг, после жеребьевки Лиги наций, Саутгейт допустил, что мог бы возглавить трех львов и после финального турнира Евро-2024. Наставник тренирует сборную Англии с 2016 года. При нем национальная команда стала серебряным призером Евро-2020 и заняла третье место в Лиге наций в сезоне 18-19. Агент полузащитника лондонского Челси Энцо Фернандеса контактировал с представителями Барселоны с целью обсуждения потенциального перехода его клиента в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.ES. По информации источника, Фернандес изъявил желание выступать за синегранатовых еще до своего перехода в Челси зимой 2023 года, когда он являлся игроком Бенфики. Подчеркивается, что на текущий момент Барса из-за своего финансового состояния не может позволить осуществить трансфер аргентинского полузащитника, в связи с чем наиболее вероятным вариантом является аренда игрока, которая может быть реализована грядущим летом.
Манчестер Сити угрожает судом из-за правил, касающихся клубов с одним владельцем. По данным Sky News, клуб АПЛ, предположительно Ман-Сити, пригрозил обращением в суд в связи с предложениями Премьер-лиги по реформированию правил в отношении сделок между связанными между собой организациями. 20 клубов высшего английского дивизиона, в том числе Арсенал, Брентфорд, Челси и Манчестер Юнайтед, были уведомлены в этот четверг о том, что один из клубов проинформировал Премьер-лигу о том, что может прибегнуть к разбирательству, чтобы предотвратить принятие изменений. Речь идет о правилах в отношении сделок между заинтересованными сторонами, которые призваны обеспечить равные условия для английских команд. Эти правила не позволяют клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам с целью обеспечения трат еще больших сумм на игроков. Один из клубов заявил, что эти предложения являются незаконными. В пятницу появилось сообщение о том, что Ман-Сити, которому уже предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фейерплей, был клубом, который возражал против реформ. Предполагается, что горожане сообщили Премьер-лиге, что подобные изменения в правилах были незаконными с точки зрения английского законодательства о конкуренции. Манчестер Сити, принадлежащий инвесторам из Абу-Даби, ранее выражал несогласие с ужесточением правил. Напомню, что в ноябре клубы АПЛ не договорились о запрете переходов на правах аренды между командами одного владельца. Не хватило одного голоса. Утверждается, что Сити был против. The Athletic также подтверждает информацию о том, что клубом, который пригрозил судом из-за ужесточения правил, был именно Манчестер Сити. Президент мадридского Реала Флорентино Перес внимательно наблюдал за украинским нападающим Артемом Довбиком во время матча с Жироной. Об этом сообщает испанское издание Real Madrid Exclusivo. По их информации, в королевском клубе считают, что 26-летний футболист может быть потенциальным трансфером для сливочных в летнее межсезонье. Этой ночью состоялся матч, в котором Рома принимала миланский Интер. На 17-й минуте после углового Франческо Ачерби открыл счет и вывел Интер вперед. На 28-й минуте Джанлука Манчини сравнял счет ударом головой. На 44-й Стефан Эль-Шарави пробил в ближний угол и вывел Рому вперед. После прострела на 49-й минуте Маркус Тюрам сравнял счет. На 56-й минуте благодаря автоголу Анхелиньо Интер вышел вперед. А уже на 93-й Алессандро Бастони поставил точку в этой игре. 4-2 победа миланцев. Вчера прошел матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между Байером и Мюнхенской Баварией. На 18-й минуте защитник Йосип Станишич вывел Байер вперед. На 49-й минуте отличился Алехандро Гримальдо, удвоив преимущество хозяев. А точку в матче поставил Жереми Фримпонг на 95-й минуте. 3-0 победа хозяев. Закончился матч 24-го тура испанской премьеры, в котором встречались мадридский Реал и Жирона. Реал вышел вперед уже на 6-й минуте. Голом отметился Винисиус Джуниор, а на 35-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество своей команды. Спустя 9 минут после начала второго тайма Беллингем оформил дубль, а на 61-й минуте Родриго установил окончательный счет 4-0.